Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто случайно заглянул на канал Таро Инспирационе. Мысли, чувства, действия загаданного человека и ваше будущее. И я не ставлю задачу назвать наш расклад как любовная история. Да, это может быть любовная история, но, если мы говорим ваше будущее, любая любовная история, она имеет какое-то материальное воплощение или решение каких-то злободневных, как ни крути, вопросов. То есть здесь может быть совершенно любая позиция. Что-то вы должны решить, согласовать, может быть, и подписать какие-то важные документы. Или это пусть будет касаться вашей работы. И есть взаимодействие тоже с конкретным человеком. Что он тогда думает? И в данном случае его чувства, ну, где-то его отношение будет как к вам. Именно загаданного человека отношение к вам. И насколько он готов далеко продвинуться в своих решениях. Или насколько он будет готов действовать, может быть, в тех ситуациях, которые, ну, как-то выходят из-под контроля. Но мы пока не знаем, о чем нам расскажут, поэтому я взяла две колоды. Давайте начнем и будем видеть, как будут развиваться события. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема, поэтому если есть вот у вас такая история, что-то вы себе запланировали, мои дорогие, но вот либо на паузу, либо что-то идет со скрипом, либо вы, может быть, кому-то и не доверяете. Говорится одно, транслируется вроде бы все красиво, хорошо, либо человек недостаточно активен, по вашему мнению, либо какие-то есть препоны, чисто документальные, там, согласования. Ну, вот работай, у тебя все получится, или продолжай, нам говорят. Я люблю очень эту поговорку. Пословицу мне однажды сказал один мой очень мудрый друг. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. И в этой фразе сразу все. И, наверное, вам говорят, даже если наш расклад как-то не получит, знаете, окончательного финала. И если мы говорим про сроки, я думаю, в наше время, когда все меняется, и период большой ретроградности где-то перед нами, нам может на доработку жизни вернуть некоторые вопросы. Но мы не должны останавливаться. Если один способ не сработал, значит, надо пытаться что-то другое. Продолжайте, или вы победите, или у вас не хватит терпения. Если по срокам, ну, я повторюсь, наверное, месяц, может быть, полтора. Больше я не вижу смысла, потому что тут внешние какие-то могут быть обстоятельства, события, что-то может меняться. Итак, начнем мы с того, что давайте узнаем, что за персонаж. Сделаем своеобразную сигнификацию того человека, которого вы смотрите, чтобы вы могли определить, имеет это смысл для вас смотреть дальше или нет. Ух ты, колесо фортуны. Ну, дайте достану еще одну карту. Тут двояко. Тут прямо как судьба, вы во власти судьбы. Ух ты. Вторая карта может нам говорить сразу о многом. С одной стороны, конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Или он имеет там, кстати, асцендент. Он может быть в таких энергиях. Это человек, который в некоторых вопросах достаточно жесткий. С ним договориться сложно, потому что, ну, отнюдь не чувства стоят на первом месте, а есть какая-то конкретика, материализм, рационализм. Это может выступать, кстати, как контактное лицо, эксперт для решения какого-то вопроса. К примеру, адвокат, юрист. Или знающий человек, чиновник. Может быть, это даже ваш друг, который, или даже подруга, мои дорогие. Мы ведь по полу карту не рассматриваем. Но это помимо ваших взаимоотношений, это может быть тот человек, который знает, как осуществить какое-то дело. Так что нам показывают, в принципе, рационального человека, может быть, где-то в чем-то и жесткого, или который привык поступать так, как он считает нужным, правильным. И я не могу сказать, что это неправильно, это нехорошо. Может быть, он и видит как-то решение вопроса по-своему, а мы видим, ну, по-другому как-то. Вы можете быть с ним разные. Вот этот момент, он присутствует. Но, я должна сказать, первая карта – колесо фортуны. Человек может вас оценивать или какую-то вашу историю, что ему повезло. Правда, такое может быть. Или что для него сейчас какой-то очень жизненно важный период, когда он может для себя что-то тоже совершить или что-то изменить.
Или он может чувствовать, что его жизнь сейчас меняется. И фортуна, все-таки фортуна – это везение, это удача, поэтому больше значений положительных, безусловно. Что же еще нам расскажут? Ну, человек, да, между фортуной, между везением, счастьем и тысячу каких-то неопределенностей. Значит, даже если, допустим, мы берем какую-то рабочую ситуацию или ситуацию по документам или согласованиям, и на последующий период могут многие контракты быть переписаны, соглашения пересмотрены, потому что внешние какие-то события диктуют свое. И быть готовым к неожиданностям, пройти, какой-то путь искусства мелких шагов придется. Для кого-то это может быть личная история. Карта Луна говорит о том, что человек хочет создать семью и обустроить свою личную жизнь в плане более уютное жилище сделать. Какие-то имеет планы на вас, на будущее. И при этом он понимает, несмотря на весь свой рационализм, что какая-то обстановка мутная, непонятная. Все-таки по Луне это вот образы есть, какие-то конкретные вроде очертания есть, может быть, часть дел каких-то уже оформлена, получилось осуществить. А есть еще то, что стоит на паузе, и хоть ты тресни, не идет. Вот по Луне придется еще какой-то путь пройти, или что-то придется продолжать. Правда, или вы победите, или не хватит терпения. Нам не говорят, какой путь. Или нам не говорят, какое время по периоду, если мы берем. Единственная карта Луна всегда говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. Что же нам еще расскажут о человеке? Где-то он сам на перепутье. Тяжеловато, что-то тяжеловато. Либо тяжеловато найти с ним взаимопонимание, с этим человеком. Или слишком много каких-то обязательств. Или человек мог думать, что какой-то вопрос решится быстрее. Ему казалось, что вот эта фортуна, она словно ему, знаете, как дорожку такую ковровую расстелила. Он сейчас гордой поступью раз и прошел. А нет, тут вот как-то надо и окольными путями, и подождать, и взять обязательства, еще эти 10 жезлов каким-то образом нести. Может быть, человек где-то и думает, а не бросит ли мне все это. Хотя у него, я должна сказать, хватит силы терпения идти вперед, потому что физически как раз он в хорошей форме. Да, есть момент усталости, как я устал. Давайте мы немножко проясним, что же это еще может означать. Есть момент усталости, даже однозначно, потому что карта апатии, когда, может быть, мы уже каких-то часть дел вы вместе совершили, или ваше взаимодействие по труду, например, или по вашей занятости, по решению конкретных вопросов. Вроде бы что-то могло сдвинуться с мертвой точки, и вдруг опять какая-то или неопределенность, или какая-то остановка, и что-то нужно продолжать, и вроде как уже у меня не хватает сил, и человек нам показан, уже смотрит ни вверх, ни в горизонт, не видит этого кубка, а уже смотрит в землю. Он где-то чем-то расстроен, что-то его явно, вот тот, кто меня смотрит, или загадал конкретного человека, чего бы ни касались ваши взаимоотношения. Есть тот момент, составляющая, когда стало что-либо на паузу или идет каким-то своим порядком, и это разочаровывает. Давайте посмотрим. Хорошо, тогда чувство, его чувство к вам. Желание что-то осуществить, оно никуда не делось, оно никуда не ушло. И твердая решимость, туз жезлов, это вот я сказала, и будет так. Особенно с учетом король мечей, поэтому нам говорят человека о достаточно решительном человеке. Хорошо, его чувства. Ух ты. Карта императрица. Вы имеете, несомненно, огромное значение для этого человека. И я вам должна сказать, те, кто смотрит просто на ситуацию деловую, в вас видят шикарного специалиста, очень самодостаточного, самостоятельного, которому не нужно постоянно какой-то костыль, так образно говоря, подставлять или давать, или поддерживать. Вы именно та персона, которая достойна всяческого уважения. Ну и вам, мои дорогие, надеяться надо на самих себя. По карте императрицы только так. У кого-то это может быть личная история.
Для кого-то будет личная история со сменой статуса, с решением вопроса, может быть, о бракосочетании или, может быть, и о разводе. Я могу предположить, все же смотрят меня разные люди. И есть какие-то документы, которые вы хотели, может быть, как через отношения, точнее, через документы отношения оформить, довести до какого-то логического конца. И здесь вот тот тоже что-то барахлит или становится на паузу. Но как бы ни складывались ваши отношения, вас человек уважает. Чувства самые, восхищение. Императрицы ею восхищаются. И, кстати, это тот человек, который надежный. Это вот такие чувства к вам испытывают. Тот человек, на которого можно положиться. Тот, который умеет быть честным, как и с самим собой, так и с окружающими. Тот, который умеет быть благородным, мои дорогие. Который не все оценивает с позиции денег. Для него есть еще и ценности. Это тоже немаловажно в наше время. Хорошо его чувство. Правда, какая-то пауза, какое-то ожидание. И тут не уйдешь. Семерка пентаклей в этой колоде – это когда мы что-то не можем ускорить. Но все решается постепенно. Опять же, вот та карта, которая вам перевернулась, говорит «продолжай», и ты будешь победителем. Смена статуса как раз предусмотрена по этой карте, но смена профессионального больше, конечно, статуса или разрешение каких-то вопросов по документам. Не всегда пентакли только деньги. Иногда это наши оформленные важные бумаги тоже. Поэтому у вас получится что-то осуществить. Может быть, через какой-то период задержек, мои дорогие. По крайней мере, человек видит в вас абсолютную уверенность. Давайте еще одну карту достану. Правда, у кого-то личная жизнь, королева кубков, это часто проходят наши близкие. Это карта любящего человека. И чувства. К вам прекрасные чувства. Прекрасно это не просто, как слово, а это что-то от души, мои дорогие. Поэтому какая-то история абсолютно точно должна быть продолжена. И если вы сейчас смотрите наш расклад, только потому, что вы сомневаетесь, не сомневайтесь. Какие-то заминки, проволочки, какая-то абракадабра при вашей настойчивости постепенно будет отступать. Давайте мы посмотрим. Это если мы посмотрели чувства. Теперь давайте посмотрим мысли все же, как думает человек, что-то с вами продолжать, если мы уже видим, что да, пауза действительно есть. А вот он намерен как раз продолжать, он или она, неважно. По принципу пентаклей это когда мы уверенно, но идем вперед. Этот человек видит прогресс лет на 10-20. И пусть это будет, если работа, значит длительный прогресс, с форматом преувеличения, улучшения, преувеличения денег, какого-то прихода взаимовыгодного сотрудничества, если это личная жизнь, то это может быть не просто даже создание семьи, рождение детей, преувеличение материального удовольствия как-то во взаимодействии с вами. Поэтому сама по себе карта марафонского забега, но и прогресса тоже. Мысли такие, что самые серьезные на долгий период времени. Ну, мне даже нечего сказать. Я больше карты не тяну, потому что аркан солнца. Вот, видимо, вот это удача, вот это солнце, карта императрица. Абсолютно четко. Человек прекрасно к вам относится, как я уже сказала. Мысли самые светлые, ни одна карта не выпала, что задумал, что-то там мрачное, какую-то свою хитрую игру ведет человек. Нет, хотя отчасти, обратите внимание, вы можете словно зеркалить друг друга. С одной стороны, первая карта, и вот наш второй ряд, 3 карты. Король мечей. Это тот, который привык поступать по-своему. Но ему импонирует императрица, которая мягко, ненавязчиво обойдет все острые углы и все равно сделает по-своему. Поэтому какое-то очень интересное взаимодействие. Но это карта нашего эго. Здесь 2 эго сталкиваются. Почему я говорю, вы как то, что вы видите в партнере, и то, что, может быть, вам в нем где-то не нравится, неважно, какой партнер, то лицо, с которым вы, вот, на которое вы смотрите расклад, он где-то то же самое видит в вас. Поэтому какая-то диалоговая форма, не монолог ни разу. Это будет способствовать тому,
чтобы вы сгладили любой острый угол, вы нашли взаимопонимание, у вас правда все получится. Тогда мы идем дальше и переведем в плоскость его действий. Его действия, что он намерен делать дальше. Чувства сказали, мысли, прекрасные мысли. Что-то продолжать. И что же в реальной жизни, каковы будут действия? А вот действия у нас тут пауза. Либо это пауза, опять же, мы смотрим третий триплет, карта Луна, 1000 неопределенностей, дальше 7 пентаклей. Сами по себе задержки, заминки. И я сказала, это внешние события в этой колоде карт. Это то, что не зависит от вашего настроения, от ваших желаний, от желаний того человека, на которого вы смотрите. Есть именно какой-то как регламент или порядок, назовите как угодно. И придется что-то подождать. Что-то быстро не решится, мои дорогие. Правда, действий вот пока как будто никаких. Нужно что-то ожидать. Может быть, конкретную бумагу или конкретную дату. Хорошо, тогда что дальше? Его действия. По 7 мечей это карта хитрости. Как ни крути. Есть такой момент забрать свое. Поэтому здесь неоднозначно. Может быть, где-то будут между вами ситуации не самые приятные, когда вы можете разойтись во мнении или в способах действия. С одной стороны, это может быть 7 мечей, когда человек может испытывать, если какая-то история затянется слишком долго или станет на паузу, он начнет обдумывать, что вы с ним где-то нечестны. Может быть, и вы будете думать то же самое. Я этого тоже не могу отрицать. И тогда каждый из вас будет пытаться, несколько переломить какую-то ситуацию в свою пользу. Давайте еще спросим его все-таки действия. Я должна сказать, что и вы можете вдвоем, смотря чего касается вопрос, где-то хитрить в отношении, как хитрить, пытаться обойти какой-то закон, к примеру. Вот. Или обойти какое-то положение. Или какой-то вопрос решить, как с другого захода, с другого кабинета, с другого чиновника. Потому что дальше у нас выпадает, опять же, 2 кубков. Есть тот союз, который у нас кадуцей в правом верхнем углу в этой карте. Тот, который благословлен на небесах. Что-то должно быть точно продолжено. Но я не могу отрицать, что из-за какой-то задержки, заминки вы можете начать сомневаться где-то, как и друг в друге, так и в решении какого-то вопроса, или, может быть, в направлении чего-либо. Давайте мы спросим, как будет развиваться какая-то ваша задуманная ситуация. Сама по себе, как бы взаимодействие с какой-то реальностью. Вот так. Действия его, действия ваши и взаимодействие. Когда мы ходим от одного жезла к другому, когда мы вынуждены делать какой-то однозначный выбор, когда выход как раз будет не в той плоскости, где вы раньше думали. Вам, может быть, двоим придется как-то решать альтернативно вопрос, то, к чему вы не готовы. И, кстати, тогда 7 мечей будет означать, что пришла какая-то новость, что-то стояло на паузе, и вдруг вы узнаете, что как-то можно это дело обустроить по-другому. Но есть неопределенность тоже, опять же, какая-то. Или это дело, чтобы обустроить по-другому, нужно действовать тоже в другом ключе. Каково же еще дальше взаимодействие? Как? Если вопрос касался решений, у вас вы правда выберете что-то для себя очень правильное. По 8 кубков именно в этой колоде мы ищем выход, мы его находим. Мы решаем вопрос, пытаемся решить, и мы его таки завершаем. Для кого-то это будет означать практически какой-то переезд, переход, может быть, на другую работу или получение важного документа, но быть дипломатом стоит. Это где-то вы друг друга тоже зеркалите, и взаимодействие должно быть продолжено. Взаимодействие. К чему это приведет? И вокруг еще будет 1000 каких-то сумбурных новостей или
вы столкнетесь с разными людьми, вы столкнетесь с тем, что вам придется как большой объем информации проработать, проанализировать, к чему-то придется приспосабливаться, свою жизнь организовывать по-новому. Это будет касаться и человека, так и вас самих. И будет еще какой-то период турбулентности. Я не могу сказать, что какой-то ваш вопрос решается вот так победоносно быстро. Что у нас еще будет в действиях? Но постепенно из хаоса вы создадите порядок, это точно. И вы где-то, если мы сказали, зеркалите друг друга. Солнце, императрица, пусть у нас король мечей, и неважно, кого вы задумали, девушку или мужчину. Мы смотрим, опять же, энергетику королевы Пентаклей. Это та, которая умеет создать свой сад мечты, построить. Почему всегда в колодах карт она и расположена среди этого сада, который создала сама. Или из хаоса создать порядок. Поэтому взаимодействие или что дальше будут и ваши действия, и загаданного человека. Сумеете. Для кого-то это будет подписание важных бумаг, документов по личной жизни или, опять же, по работе, по деньгам, по каким-то еще другим, именно материальным в конечном итоге вопросам или более земным вопросам, которые так или иначе сводятся к благополучию. Что нам еще скажут карты? Каково же взаимодействие? Но будут и сомнения, этого я отрицать не могу. Вы знаете, может быть, исходя из того, что вы сейчас, когда смотрите это видео, себе наметили какой-то фарватер движения. Или вы сейчас предполагаете, что вы пройдете одним каким-то путем, будете действовать по одному плану или одним методом. Вам придется его изменить. Будьте к этому готовы. И придется действительно, как с учетом аркана Луна, искусство мелких шагов. Один шаг сделали, осмотритесь. И, возможно, следующий шаг вы будете делать не тот, который планировали, а как-то по-другому. И будут эти сомнения. Это то, чего нет. Это внутренние страхи. И поэтому где-то этот страх, он может вас сковывать. Поэтому не устраивайте себе глубокую философию. Может быть, часто где-то пытаясь просчитать наперед вот то действие или то событие, которое вас интересует. Здесь не будет, невозможно что-то просчитать, правда? Невозможно что-то определить. Девятка жезлов. Может эта карта говорить о том, что это, кстати, карта великой мощи, если мы перекладываем на герметическое таро. Нам говорят, что у вас будет достаточно сил. Но действуем в двух случаях, чтобы первое, себе не навредить, или если вам что-то угрожает, как какая-то опасность, тогда нужно действовать. И второй момент, когда не упустить важный момент. Все остальное наблюдаем и анализируем. Видимо, вот какая-то действительно неспешность, какой-то просчет от одного шага сделанного, выполненного к другому. Это будет для вас иметь определенную силу, ведь на кону стоит что-то очень важное, что вполне может быть осуществимо и что изменит ваше качество жизни. Вот давайте, если мы о качестве жизни, ваше будущее, к чему? Как вот эта история какая-то, как она может отобразиться в реальной жизни, к чему все идет, к чему идут ваши контакты, к чему идут ваши решения, куда вас ведет судьба, будем говорить, что вам по судьбе, как завершить эту ситуацию. Девятка мечей, тут действительно карта внутренних страхов, карта инсомнии, буквально у кого-то может закончиться, когда, может быть, и сейчас вы это испытываете, когда я уже не сплю по ночам. Когда мы, кстати, боимся открыть глаза и увидеть какую-то реальность. Две карты подряд, восьмерка мечей, девятка мечей, какие-то внутренние страхи, они могут быть как по нарастающей. Вы можете сомневаться друг в друге, вы можете сомневаться в человеке. Вы, если мы берем какое-то деловое сотрудничество, вы можете тоже сомневаться в конкретном персонаже, потому что внешние какие-то события не дают вам конкретики именно. А для вас важно держать руку на пульсе. Хорошо. Что же вам тогда еще по судьбе? Ну, видимо, обстоятельства нас не только мучат, но и учат. Успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда всегда говорю по карте башня. Для вас, правда, будет что-то меняться. И тот путь, который вы себе
запланировали, вам придется еще пересмотреть. И если вот кто-то пребывает в сомнениях, я не верю, у вас произойдут какие-то внешние события, которые вам словно, ну, я не побоюсь этой фразы, не самой красивой, как волшебный пендель могут дать, чтобы вы быстрее приняли какое-то решение. Это ведь мы смотрим на будущее, что мне по судьбе. Вот вам по судьбе какие-то сбросить оковы. И это может произойти совершенно внезапно. И принимать придется быстрое решение, чтобы не потерять времени. Хорошо, что же вам еще по судьбе? Двойка жезлов. Опять же, могут быть как и сомнения, и какое-то взаимодействие будет продолжено. Но, знаете, самое главное прекратить вот это ожидание. Мы же можем все поставить на стопор. И тогда для кого-то решение вопроса, смотрите, вы, мои дорогие, кто сейчас смотрит, вы можете сами что-то передумать и сказать: нет, ну и ладно, не буду этим вопросом заниматься. И вы можете в последний момент, за 5 минут до победы, от чего-то отказаться. Вот так сесть и, пригорюнившись, смотреть в окно. Ну, аллегорически. А вы почему? Потому что у кого-то не хватит мужества, у кого-то не хватит терпения, у кого-то будет просто страшно. Вот ведь тут действительно какой-то очень важный жизненный выбор стоит. Тут надо как будто действовать. А мы можем просто сидеть и ожидать. Хорошо. Что же еще ваше будущее? А вам все-таки, словно вам куда-то нужно отправиться. Карта звезда. Карта выбора правильного направления. Вот посмотрите, вам выпало 2 карты выбора правильного направления. И если мы говорим карта Солнца, это те события, которые где-то полгода, вот так в среднем. А карта звезда — это лет на 10-20. Это вот тот марафонский забег, который рядом с арканом Солнца. То есть то, что вы решаете сейчас, будет как раз и означать ваше качество жизни, ваш успех, ваше изобилие, процветание, ваш талант, раскрытие талантов, ваши заработки, вашу успешную работу, может быть, посредством интернета. Для кого-то это важно слышать. Или когда вы можете работать из любого уголка мира. У кого-то может быть согласование, как через релокацию офиса, через вашу релокацию, потому что вы договариваетесь с какой-то компанией. У вас все на кону, все осуществимо, но идет со скрипом, это правда. По карте звезда нет ничего невозможного. Если мы говорим по судьбе или ваше будущее, по звезде, сияйте, как звезда, нам говорят. Но пройти этим фарватером не так просто. Что же еще ваше будущее? Ваши отношения. Здесь и заработки, здесь. Кстати, это карта эгоиста, так ее называю. В этой колоде это не про эгоизм, а про процветание, про изобилие. Сундук с сокровищами и 9 чаш. Когда действительно это и может олицетворять жилье, хороший уютный дом, хорошую работу, очень добрые отношения, надежные, когда, безусловно, есть благополучие, благосостояние, когда вы вообще, в принципе, довольны собой жизнью. Давайте еще одну карту достану. Но путь я не могу сказать, что это достал. Ну, даже вот теперь я уже точно ничего не достаю, мои дорогие. И мы уже не раз говорили о том, что как и внутренние страхи, как и какие-то проволочки, заминки, тысячи неопределенностей даже с самого начала. Но оно того стоит. Может быть, где-то и хитрость, где-то какие-то вопросы вам и придется решать по-другому, где-то вовремя промолчать. Плюс взаимоотношения с конкретным человеком, даже если мы говорим про личную жизнь, и с учетом 10 пентаклей, здесь создание семьи конкретно, совместного дома, совместного проживания, нового качества жизни, но и денежного вопроса. Также и заработки проходят. Также где-то и важные документы, бумаги, какие-то, знаете, такие основополагающие, которые нам придают уверенность. Почему? Потому что мы знаем, что мы все сделали по закону. Поэтому здесь, как и в ваших намерениях и целях, как и в вашей конкретной жизни, которая касается какого-то материализма, так отчасти где-то возвышенного и земного вы сумеете соединить. Поэтому если мы смотрим на отношения с конкретным человеком, да, наша была задача просмотреть его мысли, чувства, действия и ваше будущее. Оно прекрасно. Есть смысл что-то продолжать. И действительно, продолжай.
Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Спасибо, что смотрите мои видео, и я приглашаю вас, те, кто впервые на моем канале, перейти в описание под видео, потому что у меня есть еще свой сайт, где я публикую статьи по психологии, где я публикую планетарные гороскопы для всех знаков зодиака, и есть ссылки на видео, поэтому приглашаю познакомиться с моим творчеством. Канал YouTube – это в первую очередь мое хобби, и поэтому познакомиться со мной через познание моего творчества. Благодарю вас. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.